Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление знаниями. В данной теме я показываю, каким образом знания человека или знания как таковые, вообще могут быть управляемы за счет именно, например, задачи макроспасения, макрорегулирования или же достижения управляющих частных задач. И в связи с этим понятие управляющих частных задач здесь упирается в то, что сами по себе задачи управления, они, вообще говоря, могут быть, в сущности, например, в душе человека разделены на уровень, предположим, отсутствия знаний, об управлении или о действии неком, и на действие, где знание существует. То есть, формально существует достаточно четкая граница, где отсутствуют знания и где они, например, есть. Тогда получается, что когда мы именно ставим акцент на то, что знания есть, например, по управлению в какой-то системе или в ситуации, то мы видим личность человека, которая решает какую-то проблему. То есть, в принципе, мы сопоставляем знания с человеком все время. И если мы, например, хотим делать дальнейшее управление с точки зрения того, что из себя представляет все-таки отсутствие знаний, как вообще соотносится это понятие с человеком, то с точки зрения Бога, например, ясно, в данном случае в моем учении о Боге, мы имеем все-таки, что Бог имеет всегда абсолютное знание по сущности и к частному случаю, например, и к какому-то глобальному. Получается, что задача управления знаниями – это задача формирования, во-первых, всеобщего знания, например, знания спасения, знания вечного развития, и одновременно все-таки частного знания, где понятие отсутствия знаний, некой области, где, например, нет какой-либо информативности к действию. Здесь эта область, она может быть различна. Например, при лечении заболевания часто бывает полезным, что нет информации о заболевании. То есть, получается, нет вообще какой-либо информации, то нет и фактически знания. То есть это, в общем-то, позитивный механизм управления в данном случае с точки зрения лечения. И часто для сложных системных заболеваний бывает достаточно вывести управление именно отсутствие информации о диагнозе, и, в общем-то, происходит излечение. Получается, с точки зрения Бога, когда мы, например, делаем управление на бесконечное развитие, то понятие отсутствия знаний – это часто некая платформа, которая существует в структуре оптического развития знания самого. То есть, например, золотая нить знания, развивается куда-то в бесконечное будущее, вечное развитие, и при этом внешняя информация, она характеризует уровень все-таки отсутствия по одному из уровней управления, то есть именно отсутствие некой информации. И с этой точки зрения управление знаниями – это есть уровень как получения знаний, как таковых, о внешней области, там, где знаний не существует. То есть человек, например, может считать, что, например, знаний где-то нет. Чисто логическая такая абстрактная модель. Но реально человек сам по себе – это есть уже знание, о самом себе, во-первых. Значит, где-то внутри человека, а именно в душе, там, где душа пересекается с духом, человека с физическим телом, человека знание существует все-таки как уровень именно больше бесконечного развития. То есть знание находится в том, что человек может, например, определять структуру мышления, то есть мысль подконтрольна человеку, он может совершать какие-то действия. И в связи с этим есть некий генератор знаний, который находится внутри человека и который репродуцирует, развивается во внешнюю среду. И здесь возникает элемент следующий, что знания, идущие от человека, изнутри человека во внешнюю систему, пересекаются со знаниями о внешнем мире, самого же человека, но из какой-то другой области. То есть человек получает управление из области, где знания отсутствуют.
Вот, например, управляющий уровень, он рождается как бы на совершенно неинформированной области. То есть мы можем проследить оптический уровень движения, но в этом уровне нет знания о процессе. Вот если мы начинаем работать на уровне конечных величин оптических в управлении, то получается, что оптическая величина, она практически имеет статус как бы бесконечного развития в том, что оптика, она обладает, да, уровнем свечения, то есть бесконечный уровень есть управление, но ведь начало оптического уровня, например, восприятие человека, оптика выражает какое-то действие. Человек там пошел в магазин, сделал, например, там макроспасение или сделал какое-то детальное там свое действие следующее. Получается, что восприятие — это какие-то там сферы, часто это там могут быть оптические нити и так далее, но ведь эта нить как бы где-то начинается, где-то, например, заканчивается, это какой-то локальный отрезок действия, а начинается она как бы ниоткуда с точки зрения вот внешней информации, то есть на уровне, где знания в принципе отсутствуют. Потому что отсутствие знаний — это тоже механизм как бы отделения, механизм дифференцирования, то есть знания о конкретном процессе. То есть рядом могут быть какие-то другие знания, но которые не относятся к этому процессу. То есть любое другое знание формально и фактически означает, в общем-то, как бы платформу, на которой находится как бы следующее знание, причем любое другое. То есть получается, здесь выведен следующий закон, что так называемая неинформированная среда или там уровень отсутствия знания о текущем процессе, может быть, не всех подряд, а как бы целевых там, да, все-таки создает в пространстве управления какое-то другое знание, может быть, не касающееся этого процесса. И получается, что чисто логически мы вывели, что это может быть там третье знание о неких других процессах. Здесь получается, что элемент некого незнания — это все-таки знание какое-то другое. Логически это понятно. А с точки зрения Бога, Бог рождает знание самостоятельно в любой точке пространства-времени. Поэтому получается, что Он создает именно бесконечное количество знаний, получается. И эти уровни знания, они фактически формируют как бы пространство следующего уровня управления, где вот дух человека, да, дух Бога, значит, они сливаются в уровне именно бесконечного действия, причем такого, что дух человека начинает участвовать в структуре реализации собственной души. То есть дух становится духом знающим. Вот здесь вот важно отметить, что именно соединение духа человека и духа Бога, эти явления, они показывают, в принципе, именно статус, так скажем, бесконечного развития, который человек имеет из как бы бесконечного будущего к себе. То есть получается, что вот именно понятие духа человека несет синтез соединения уровня знания и уровня как бы отсутствия знания или там другого знания. То есть духовный уровень — это есть уровень, который фактически содержит статус всего бесконечного развития, и при этом вот как таковое знание, например, да, там не выделено в виде какой-то площади. Вот дух — это монолитная система, которая знает и содержит в себе, в самой пространство знания. То есть там нету отделения фактора знания от незнания. Дух всезнающий, да, сверхбыстрая система управления, развитие приводит к тому, что взаимодействие быстрых систем переводится к знанию, в том числе об этих системах. То есть это автономная система функционирования реальности. Получается, что с точки зрения души человека, душа воспринимает развитие духа и способствует, например, в структуре бесконечного развития, при этом находясь как бы вот в этом уровне с точки зрения знания. Вот как получить точные знания о духе, да, состоянии духа человека. Состояние духа достаточно понятная величина для человека, и вроде нет проблем, эти знания находятся у нас непрерывно. Так вот, когда мы рассматриваем именно взаимодействие, например, духа человека со своим бесконечным развитием, то получается вот проекция бесконечного развития
на душу человека, именно на уровень знаний, дает физическое тело человека, например. То есть получается, что Бог, значит, спроецировал, как бы, да, создал человека все-таки фактически знающим все процессы там, мирового развития. Причем для человека, значит, лично определяющего управления эти процессы происходят именно как бы для него. То есть мир развивается для человека достаточно индивидуально. Если мы захотим понять, а можно ли повлиять на это развитие мира, то есть получить захотим знание о макровлиянии, да, то с точки зрения бесконечного развития, да, можно, при условии, что он еще принимает. То есть он должен бесконечное развитие на логике принимать самостоятельно. И это должно быть личное волевое решение все-таки человека. И когда получается, что если, например, мы рассматриваем процесс управления, например, да, как бесконечно далекий процесс по цели управления, например, человек должен жить вечно, и он живет вечно уже сейчас, но вечность это все-таки достаточно пролонгированная, то есть бесконечно, так скажем, развитая, что ли, цель управления. И здесь получается, что вот именно управление знанием о вечном развитии, это и есть само вечное развитие, как таковое, включая текущий процесс. То есть знание монолит, который позволяет включать путь и реализацию этого пути делать объективным этот процесс. То есть получается, что сам путь реализации – это объективная система управления. Например, для излечения от сложного заболевания часто нужно сделать так, чтобы знания об излечении, значит, отрывали как бы саму проблему, да, от, в общем-то, самих, получается, знаний. То есть надо как бы суметь оторвать диагноз, зная его. То есть существует проблема, существует диагноз, мы должны, зная диагноз, как бы изъять его из области управления и получить область отсутствия такого типа знания о данном процессе. И тогда мы фактически как бы с корнем вырываем структуру, например, заболевания. А формально мы вносим структуру просто нормы. И все. То есть, с одной стороны, мы выделяем именно некую неструктурированную систему, ту, которая определяет, например, диагноз, или же просто вводим норму. То есть мы можем фактически этот процесс рассматривать в данном случае по-разному. То есть либо мы, например, нормируем пространство, где понятие знания это есть составляющая данной нормы, или все-таки работаем с целевыми знаниями. Следовательно, понятие нормы имеет, значит, во все стороны практически однотипные проекции действия, то есть норма, она обладает свойством быть нормой практически везде. То есть есть некое понятие, там, например, там, абсолютной нормы. И тогда получается, что норма, которая, например, существует в области управления, она такова, что вы вполне можете, значит, считать таким образом, что вот нормированное, например, управление, идущее от Бога, то есть Бог как эталон нормы, да, значит, создает нормированные системы в разных системах знаний, в том числе там, пространства, времени. И получается, что отсюда, когда вы, значит, смотрите на то, каким образом, значит, знания, например, должны быть вечными, да, как человек должен обрабатывать, предположим, вечную структуру знаний, то для вечной жизни, в принципе, понятно, что знания должны быть вечными. Тогда получается, что это все-таки очень большой массив информации. Вечное знание, то есть вечное количество лет подразумевает практически бесконечное количество знаний. И человек должен уметь проективную систему этого бесконечного количества получать сейчас. И быть уверенным, что он действительно бесконечно, там, вечно живет. То есть, потому что проверять никак это невозможно фактически, и он вынужден просто знать это системно. И в связи с этим вот это вот системное знание, например, там, человек проживает миллиард лет, вероятность того, что он живет вечно, увеличивается, да, там, все равно на очень небольшую часть, потому что миллиард лет и 1 секунда, это уже все равно вопрос существует. И вот чтобы знания о вечном развитии были абсолютными, значит, вводится такое понятие, как
ну, скажем так, абсолютизация знаний путем там, волевого управления. То есть внешнее управление знаниями должно быть, значит, таким, что, скажем так, абсолютные знания о, значит, предмете управления должны быть такими, что вот область отсутствия знания, да, была бы компенсирована, например, структурой целевого действия или целевого уровня управления. То есть, если идея там, или цель очень сконцентрированы, то сама идея является носителем управления, и тогда в этот момент она как бы вытягивает управленца в структуру реализации. Ну, как уровень там, неких партийных лозунгов, каких-то элементов там, светлого будущего развития и так далее. То есть, когда мы начинаем концентрировать управление в виде знания идеи как таковой, то получается, что концентрация увеличивается. То есть, некий происходит такой закон действия, что идея все-таки это концентрированное знание, некая там идея, лозунг, да, то есть там немного информации как таковой. Но тем не менее, значит, за счет концентрации выталкивается другая система, ну, которая как бы называется незнанием, да, или мы просто не акцентируем внимание, что там дальше. Но в этой системе содержится детализация идеи, то есть можно увидеть уже разные области знаний и так далее. То есть получается детализация — это отделение как бы с моносистемы фактически как бы от корневой системы знаний отделяется периферия. Но она отделяется по принципу фактически все-таки незнания. То есть в этот момент мы не контролируем процессы отделения. То есть мы можем считать, что там возле идеи могут быть совершенно разные понятия. Там прикладные аспекты идеи, значит, пролонгированные аспекты идеи, но при этом, при всем, мы четко должны здесь понимать, что вот нам не обязательно и охватить все аспекты деятельности в идеологическом плане все равно практически нельзя. То есть нам не обязательно их как бы помнить или визуализировать. Получается, что выделение структуры знания — это элемент некого незнания. То есть логически как такового, получается, для души человека незнания, вообще говоря, понятия не существует. Душа постоянно находится в системе знаний, там, развития знаний, и чтобы дифференцировать просто один процесс от другого, вводится как бы умозрительно, да, некое понятие, что человек там чего-то не знает в данный момент. Следовательно, процесс незнания — это волевой процесс, который полностью определен человеком, в то время как процесс знания — это процесс часто, ну, как бы синтезированный, и действительно логически часто там чего-то не знать человек имеет право, он берет и не обращает на что-то внимания. И в этот момент он не воспринимает данную систему, он о ней не знает. Не потому, что он не может знать, он не хочет. То есть процесс незнания — это контролируемый процесс. И вот управление знанием с этой позиции — это достаточно удобная величина. Достаточно ввести в область отсутствия знания какой-то процесс, им уже легко управлять. То есть есть задача управления, да, некий там уровень информации. Этот уровень можно как бы обвернуть уровнем отсутствия знаний, пожалуйста, можно двигать куда угодно. И внутреннее свечение попадает в область реализации. Что это дает? Это дает, во-первых, как бы некую, значит, тишину, да, в работе, то есть человек работает тихо, незаметно, следовательно, доступно, и, значит, выход управления в отдаленной области становится более как бы целесообразным, то есть более пролонгированным, и доступ увеличивается, потому что если есть уровень, ну, знаний как таковых, да, совершенно явно проявленный, ну, предположим, вы знаете, что где-то есть грохот воды, да, то есть водопад, который имеет грохот. Если вы это помните, то как только вы с этим уровнем управления выходите, то этот грохот в принципе слышен. Но можно взять этот сегмент, сжать и просто окутать большим объемом воздуха, то есть увеличить просто воздух в управлении. Тогда грохот не слышен. И уже эту воду можно там перемещать там, как бы в управлении, чтобы посмотреть, например, получить диагноз состояния поля. Потому что много воды, и сопоставление дает анализ. То есть это вот, ну, одна из технологий, когда мы используем какие-то
реальные системы для отработки диагностических систем. И получается, что вот именно использование механизма отсутствия целевых знаний по предмету управления, это достаточно все-таки эффективная система, по сути, управления теми же знаниями, пусть даже отсутствующими в данном элементе управления. И для того, чтобы человек вечно развивал, чтобы у него было гармоничное развитие бесконечности, Бог создал именно уровень, где знания, например, одного человека переходят во всеобщее знание, в знание всех людей, когда именно уровень перехода означает уже следующее знание. То есть оно фактически такое же, конечно, оно может соответствовать абсолютно точно, но в другом месте и в другом восприятии это все-таки уже другое знание. То есть может быть знание о Солнце, например, но в другой области и другим человеком это знание воспринимается по-другому. И зависит еще от времени суток. Получается, что мы имеем за счет того, что разное восприятие одного явления, мы имеем разные аспекты, в том числе взаиморазвития. И отсюда мы можем проследить вот эту линейную ось знания, вообще где, как таковое знание находится. Например, студенту нужно оформить достаточно быстро какую-то курсовую, нужно освоить материал, тогда он должен взять чистое знание, лучше всего, удобно. Зачем заниматься буквами какими-то, что-то изучать, надо взять чистое знание и сдать экзамен. Да? Значит, получается, что, почему я сказал именно буквами, потому что, в принципе, это выглядит на информации таким образом, что есть ось знания, а вокруг тексты, предложим, просто набор букв. Значит, и когда мы начинаем эту линию измазать, кстати, очень ускоряет освоение любого уровня управления, мы считаем, что эти наборы букв, они нефункциональны. То есть мы не можем, например, из-за того, что у нас мало времени воспользоваться линейным чтением материала, нам нужно получить знания. Не обязательно это относится к сессии, или это может относиться к любому управлению. И вот эту центральную ось нам надо просто изъять, получить чистое знание, субстрат. В конечном итоге человек получает просто субстрат знаний, который проекционно, как некий проектор, это чисто механическая модель, определенным образом создает всю систему взаимодействия человека и объектной информации. То есть как он воспринимает, как перерабатывается система управления или знаний через человека и так далее. И, кстати, чем больше человек получает знаний, тем он может быть здоровее просто по факту большого количества связей. То есть полезно получать знания, вообще говоря, получается. И когда, отсюда мы смотрим, что вот это некое чистое знание мы можем взять и механически переместить в некий приемник, и тогда мы все знаем, да, и нет проблем, не надо долго возиться с литературой какой-то, то здесь получается, что возникает следственный фактор, некий такой шлейф или след внешней реальности. То есть реальность начинает затягивать и пытается возвратить вот этот центральный сегмент светящийся, некий внутренний огонь, да, факел, так скажем, опять на место и все время оттянуть внимание на какую-то линейную систему, на те же самые буквы, слова и так далее. И когда возникает вопрос корреляции, как сделать так, чтобы не обращать внимания на эти буквы и слова, надо их просто создать в своем понимании, потому что создание — это разовый акт с точки зрения Бога. В этом мое учение о Боге именно коррелируется с тем, как создать знание. А получить знание — это все-таки, в общем-то, многолинейный процесс. То есть мы строим одну область, вторую, третью, ставим в центре управления светящиеся области, которые вокруг, они все время действуют в копилку управления, так скажем. Потому что что-то мы знаем, что-то можем назвать, предположим, что мы в данном случае не рассматриваем эту область, считаем, что, может быть, не обязательно не знаем, но, по крайней мере, мы не считаем, что эта оптика относится к предмету нашего действия. Или это понятие нам нужно в будущем. И получается, что когда мы уже дальше начинаем развиваться и видеть, что любой вообще элемент, что бы это ни было, любое восприятие в реальности действует только на уровень улучшения, то есть если даже деструктивный, например, какой-то элемент, который смещает события по цели управления,
взять элемент, там, вывести в уровень там, отсутствия знаний, постараться вывести как бы, ну, в виде блока там, в систему управления, то получается элемент становится безвредным. Там, агрессивный элемент, если его окутать системой отсутствия знаний, во-первых, не может через эту систему пройти, да, то есть система за внутренней защиты, не может сам себя повредить, если он агрессивный. И более того, он, куда бы его ни забросить, в какую-то среду управления, он же не функционален, там нет знаний, там нет взаимодействия с функциональной средой. Поэтому получается, что управление знанием в данном случае, в общем-то, мощный механизм вот опять детализации, да, и опять же все-таки самого управления по цели. То есть, по большому счету, цели управления практически ничего не мешает с точки зрения отсутствия знаний. А с точки зрения наличия знаний, ну, тогда вопрос такой, сколько их нужно, чтобы сделать управление. То есть, например, там, спасти мир, сколько нужно знаний там, в качественном выражении, да, или во времени действия. Но здесь очень простой аспект управления. Бесконечное количество информации в мире, это же все-таки часто не прямое знание, это условное знание. Есть какие-то там миры, какая-то информация, но нам не обязательно дифференцировать. То есть в большей степени воспринимается как отсутствие знаний по целевой области управления. Так, если так много как бы, информации, которая как бы, не функциональна, да, в мире, то получается, какая в конце концов разница, сколько есть реальных знаний по текущему процессу. Значит, считать, что областей, вот, ну, как бы, которых человек не знает, достаточно много и существенно больше, чем тех областей, которые он там изучал, можно логически просто так считать. И получается, само знание, вообще говоря, не принципиально. Почему вот, например, в данной конструкции именно управления такая техника раскрывается полностью, потому что вот Бог, когда создал мир, он же не разделял на знания или там отсутствие знаний. У него как таковое понятие знаний, вообще говоря, не фигурировало. То есть он их сам создает в момент действия. То есть он изначально знает, что делает, и это знание рождает реальность. То есть исходит из него. Поэтому, когда мы видим структуру развития души человека, то душа устроена также по принципу, что каждый соседний элемент души генерирует, развивает следующее знание у следующего элемента души. Почему душа вечна, например? В чем статус вечности? Почему, например, значит, мы точно знаем, что душа вечна? Как это увидеть, как это доказать, да, для себя? Значит, достаточно просто. Ну, есть там постулат априори. Известно, что она вечна. Аксиома, например. То есть каждый человек понимает, что она вечна, кстати. Это абсолютное знание, вот что интересно. Но когда мы начинаем смотреть, откуда исходит вот это вот понимание на логику, то получается, что именно вот этот стержневой уровень, да, центровка некое знание, значит, некий субстрат центральный, который мы пытаемся переместить или там перемещаем с одного сегмента в другой, там, и через бесконечное количество раз в душе этот сегмент приходит обратно в центр души человека. То есть, получается, проделав бесконечное действие, мы получаем, в принципе, то же самое для души человека. Для духа там другое действие, там уже начинается рассеивание информации, там тело вообще, перемещаясь, оставляет системы управления всегда в разных местах. То есть знание положения тела всегда разное в разном месте. И получается, что чем больше мы рассматриваем понятий, идущих дальше, чем душа, тем больше мы имеем локальных знаний. Ну, то есть человек где-то прошелся, посадил как некий там уровень там, информации, как некое растение, или там некий уровень реальности, знание свое о реальности, он мог не физически посадить, конечно, там, и просто даже не думать об этом. Но за счет того, что он там прошелся телом, и возник рост следующей реальности. Так вот, в системе излечения заболеваний очень значит, мощным элементом управления является рассмотреть свое физическое тело таким образом, что значит, вы можете вполне выявить в физическом теле следующий аспект действия, что тело находится
в структуре вечного знания, с точки зрения личности, вот, то есть вечное знание — это конкретная величина, которая соприкасается с физическим телом в какой-то точке пространства-времени для тела человека. Как правило, это происходит, может быть, даже только один раз, потом человек уже становится вечным в этой точке. И, следовательно, знание, например, вечного развития — это есть тот уровень, когда вот эта вот величина, некий субстрат, как я его назвал, значит, она находится как в физическом теле, например, как находится, в принципе, в любом уровне, как бы, так скажем, действия, да, а также находится и в любой системе информации. То есть физическое тело человека практически обладает свойствами, ну, так скажем, информации внешней в этом случае. То есть знание с точки зрения восприятия другого человека, вот человек воспринимает, например, человека, да, любую другую систему, в принципе, одинаково, он дифференцирует в виде определенного уровня знания. То есть он воспринимает универсально любую информацию. Следовательно, с точки зрения знания, человек — это уровень универсальный и соединенный в понимании у другого человека с другими элементами реальности. Вот, например, Бог создал всех людей в бесконечное развитие. То есть и видит сразу всех уже бесконечно развитыми. Да? То есть он может смотреть в бесконечность. Получается, что для него там взор в бесконечность — это есть как бы вечность его просто физического глаза, получается. Потому что свойство вечности или способность воспринять именно вечный уровень будущего развития — это и есть, собственно говоря, само развитие. И вечный глаз дает вот этот уровень понимания. То есть, чтобы жить вечно, надо в некоторых случаях еще и физическое тело настроить на восприятие вечности. То есть, как бы отрегулировать или там сориентировать развитие физического тела в бесконечности. Получается, что желание, да, человека быть вечным наслаивается на знание о вечности, например, там, логики человека. И получается, что тогда человек, в принципе, получает как бы бесконечное свое развитие таким образом, что он, значит, желание свое, значит, соединяет фактически с уровнем, там, предположим, там, вселенского знания, с уровнем каких-то реальных процессов. И здесь получается, что достаточно соединить один процесс только как бы с собой, то есть осознать, что какой-либо процесс связан с человеком. Например, человек воспринимает какую-то информацию, и, например, чтобы там управляющее сновидение было развито, нужно выводить оптические величины. То есть их надо, например, создать, да, восприятие. Для этого достаточно создать первый элемент, который подобен там свету, и видно, что здесь тоже не принципиально, что вы будете вкладывать в управление. Главное вложить в управление как бы первую величину, которая, например, создана вами же там, путем концентрации на мышлении. И дальше уже возникает очень простой механизм развития. Дальше вы видите, что действительно в момент действия человек создает знание и может видоизменять смысл знания. То есть как только вы механизм такой видите именно в действии, то дальше управление становится достаточно простым в том плане, что вы видите, что, собственно говоря, сам субстрат знания, который вот вы, например, хотели перевести в себя, он действительно может быть переведен, значит, но для этого все системы, которые обозначают сопровождение знания, то есть слова, буквы и так далее, эти системы нужно уметь просто по другим законам конвертировать на исполняемое знание. То есть мы берем субстрат, переносим к себе, дальше буквы каким-то образом складываем, и уже этими буквами начинаем пользоваться, да, этими же самыми. Но, значит, с точки зрения бесконечного развития, это делать достаточно, в общем-то, просто, потому что, ну, возьмем мы эти все буквы, например, да, зафиксируем их в какой-то сфере, и как только мы начинаем катить сферу в сторону реализации, то есть как мы должны высказать управление, если это какой-то там текст, предмет какой-то, да, вот опять же, если время касается того, что вы за какое-то время изучили предмет, там, потом надо об этом рассказать, или что-то запомнили, об этом надо
как бы детально рассказать. Получается, что здесь вот перевод, значит, в управление, то есть передача знаний фактически, да, это есть статус личности, который находится и в бесконечном прошлом, и через бесконечное прошлое пересекается с бесконечным будущим. То есть здесь время там распределяется так, что прошлое именно стыкуется с бесконечным будущим, а не через настоящее происходит связь. Вот здесь важно отметить, что в структуре, где мы рассматриваем область знания или там незнания, да, именно будущее возникает через бесконечное прошлое, потому что логически это понятно, ведь в будущем заведомо мы не можем сказать, есть знания или нет, а в прошлом они точно есть, да? Поэтому мы можем видеть будущее только именно в плане стыковки бесконечного прошлого с бесконечным будущим. И вот когда мы начинаем это определять, то мы видим, что статус человека, он находится, вообще говоря, там. То есть человек находится и в бесконечном прошлом, и в бесконечном будущем. Тогда он получает истинные знания, которые ему дают правильный центральный путь развития с точки зрения идеи Бога о вечном развитии. И логически это понятно, ведь для Бога тоже есть точка, где он одновременно контролирует всю бесконечность. И, то есть от прошлого до будущего. Да? Следовательно, вот уровень связи, когда мы в структуре, как скажем, необъявленных знаний, да, можем строить любые конструкции, это очень, в общем-то, эффективный уровень управления. Так устроено мышление человека в большинстве случаев. Человек мыслит таким образом, что он формирует следующие знания в зависимости от состояния мысли, да? Короче говоря, от конкретных событий. А получается, что мы можем видеть механизмы развития мышления у человека, посмотреть, например, свои мысли вперед. На 10 дней, год, 100 миллионов, да, лет вперед можно посмотреть, и как выглядит тогда мысли с точки зрения бесконечной информации. Если посмотреть на день вперед и посмотреть все структуры своего мышления, то получается, что здесь вот сам предмет мышления, да, сама структура распределения информации, они таковы, что вы начинаете видеть структуру бесконечного развития, перемещаясь внутри мысли, то есть вы начинаете видеть конструкцию мысли. И вот, сама конструкция дает знание о перемещении и о свойствах мысли. То есть вы знаете, о чем вы думаете, но ведь вы можете мысль сменить в любой момент. Так же Бог и делает. Для человека Он создал свободу действий, для мышления это связь мысли с событиями. То есть можно мыслить одно, но события могут быть другие. На таком же уровне построено взаимодействие души и духа человека, где знание, то есть отсутствие знаний, не должно влиять на результат. И вот важным является такой принцип управления, что вот есть у человека знание об управлении или нет, он должен все равно быть спасенным и при этом спасти всех. И когда мы с точки зрения этого процесса переходим к управлению знаниями, то получается, что, как я сказал, бесконечная величина возможных, ненужных нам вообще процессов для восприятия и конечное действие — это несопоставимые вещи. Поэтому я и сразу сказал в сегодняшнем семинаре, то, что знание может быть не принципиальным действительно, достаточно назначить управление. И вот точка назначения управления — это и есть знание ваше личное. То есть мы приходим к тому, что человек в конечном итоге обращается к существующему знанию, которое находится внутри человека, да, или исходит от личности человека. То есть человек изначально наделен этим знанием. И тогда возникает вопрос, где он наделен, да, зачем такой ему ресурсы. Где, я имел в виду геометрически. Ясно, что он наделен Богом, но вот где, в каком геометрическом пространстве восприятия или физического перемещения это происходит. Так вот, перемещение, любой уровень перемещения, любое случайное событие, это и знание, как внешнее, да, знание Бога, и четко проявлено, часто точно, как знание Бога. То есть вот, если мы ставим вопрос, именно любое перемещение, да, любое это знание Бога, а вот частное перемещение одного человека, это все-таки знание человека. И поэтому получается, что
разница в перемещениях, да? То есть некое случайное событие происходит в жизни, как бы случайного человека, но Бог же о нем все равно знает, Он вообще его просто организовывает, получается. И тогда вопрос возникает об ответственности, да, например, там, Бога в действии по отношению к человеку, или по отношению там, к себе, или по отношению к вечному развитию. То есть Бог как максимально ответственный уровень, да, который точно контролирует все будущее, он все-таки уровень ответственности перекладывает на человека, чтобы человек понял, как происходит распределение там, информации, как осуществляется, предположим, вечная жизнь и так далее. И исходя из этого, мы совершенно четко можем сказать, что в системе, например, там, бесконечных знаний, мы вполне четко можем видеть, что Бог, значит, ну, передавший определенный уровень ответственности человеку, или там, максимальный уровень ответственности, передав человеку в действии, значит, показывает, что с точки зрения знания, значит, человек и Бог имеют равный статус в бесконечном действии. Ведь там, человек знает о Боге, Бог знает о человеке. И вот как личности, они за счет того, что они взаимно друг друга знают, да, или там узнают, а Бог всегда узнает человека. И здесь получается, что именно как личность узнает, имеется в виду. Здесь получается, что знание от восприятия – это и есть знание вечного развития. То есть достаточно было человеку сделать там, один уровень восприятия при рождении, и он может развиваться вечно, хотя эта связь достаточно такая умозрительная, тем не менее, с точки зрения взаимодействия человек-Бог, это так. А по аналогии, значит, и взаимодействие человека, значит, по отношению к любому другому уровню, значит, ну, с кем-либо, да, это есть все равно фактор вечного развития. И здесь получается, что когда мы, например, делаем управление в бесконечное развитие таким образом, что вы получаете, ну, скажем так, бесконечность в приближенном уровне, то есть вы получаете знания сейчас, то видно, что вот проекция бесконечных знаний, то есть какое-то локальное действие, это есть, ну, некий такой там кристалл, где свет, ну, имеется в виду информационный кристалл, да, где свет души, духа, сознания, физического тела человека, это есть уровень, который освещает весь мир. То есть мы можем увидеть, что это, ну, похоже на кристалл, а реально идет освещение вообще всего мира знаниями одного человека. И, например, если мы смотрим на снежинки, там, которые просто падают где-то даже вдалеке или рядом, мы можем увидеть через кристаллы этих снежинок всеобщие знания, которые находятся там, в сердце человека, в его сущности. И как только человек видит вот этот именно всеобщий уровень знаний, то получается он уже тогда решает свои задачи достаточно объективно. То есть он понимает, что происходит реально в этом мире, он видит, что управление знаниями – это система все-таки часто внешняя, но она бывает и все-таки внутренняя система управления. И когда вы начинаете видеть, что ваши знания сопоставимы, например, с сознанием макроразвития там, всех людей, да, то, в принципе, вам становится тогда проще развиваться в сторону макроспасения, потому что вы получили равный статус своего знания. То есть весь опыт, который накоплен людьми или который существует у людей, он будет применен для вашего бесконечного развития. Как только человек это понимает, он видит, что надо, ну, приумножать, да, развитие цивилизации, надо увеличивать там, созидательные аспекты развития любых направлений деятельности человека и так далее. То есть возникает логический принцип управления. И вот здесь вот управление знаниями – это все-таки еще и внешняя конструкция. То есть умение выделить знание как таковое по области управления, умение сформировать в знании, значит, уровень, который определен именно структурой знания как таковое. Ведь можно рассматривать в оптике, там, предположим, цель управления, можно какие-то другие процессы, а вот знание все-таки это есть то, о чем сейчас вы знаете, в том числе и эта конструкция. И когда вы применяете эту конструкцию, да, как ее, вообще говоря, взять и получить в виде внешней аналитики. То есть человек знает самого себя, но при этом каждый элемент тела как бы воспринимает и знает другой,
и человек как бы находится все время сам в себе. То есть он ни при каких обстоятельствах не может, например, там, сделать какие-то действия, да, которые физическому телу, например, не подвластны. Да? И получается, что исходя из этого мы получаем такое управление, что подобно телу человека, знание тоже обладает функцией, где значит, соседние сегменты, они как бы не могут быть пересечены. То есть функция знания, по аналогии с телом человека, она такова, что если там человек захотел, предположим, там, локтем достать какое-то место там, на физическом теле, например, там, в районе, которое сложно доставаем, да, или нельзя достать, то ограничение вот физического тела в плане, может быть, даже не ограничение, а даже преимущество, то есть человек именно так устроен, да, значит, по аналогии переносятся эти явления или действия человеческого тела на знание как таковое. То есть, чтобы знать, нужно воспринимать физическим телом в том числе, не только там душой. Душа и так знает, да, и получается, что основная структура знания распределяется в человеке через физическое тело. И как только мы начинаем воспринимать такой элемент, логически понятно, человек родился, начал получать какие-то знания, а дальше вот именно сам принцип вот этого вот получения знаний, он очень важен, потому что вот нити знания, то есть некая информация, которая проходит, например, да, физическое тело, это есть мощная система, например, оздоровления, это мощная система, в том числе приводящая к вечному развитию, к именно статичному уровню, стабильному уровню, значит, восприятия вот этой вечной информации. Только нужно знание направить на то, что вы знаете, что существует, например, внешняя информация, которая практически определена тем, что вы видите, так скажем, бесконечное развитие в плане там, личного волевого решения. То есть знания, приходящие к вам, вы дифференцируете и назначаете прям момент их поступления как бы к вам, что это знание именно о бесконечном развитии. То есть просто-навсего вы так воспринимаете. Следовательно, когда вы просто так воспринимаете, вы получаете механизм просто регулирования знаниями. Вот сама статика восприятия, которая возникает, опять же, от вас, то есть здесь главное все время держать уровень контроля. Мы построили много систем управления, и вот надо держать уровень контроля в уровне там, действия. То есть можно совершать какое-то действие, и при этом, значит, мы имеем такую конструкцию, что действие обусловлено, например, там, движением личности, да, какими-то механизмами там, макроуправления. Но можно, например, рассматривать действие как все-таки действие Бога, визуализируемое как бы вот вами. И когда вы начинаете вот эту визуализацию делать со стороны управления, то здесь получается, что вот сам уровень слова, что ли, да, управление через слово, уже эти явления становятся неактуальными, то есть вы управляете напрямую. Вот здесь вот важно показать, что независимо от уровня формирования слова, то есть слово же может быть разное, может быть там, предположим, оно означает одно действие, вы можете вкладывать другой информационный смысл. И получается, что когда вы визуализацию делаете путем там, многих наложений разных смыслов, да, разного управления, то есть взять и все знания, например, там, перемешать и как бы определить их в какой-то уровень один, например, там, некую сферу взять и взять все знания по цели управления, постараться в эту сферу ввести. Как только вы ввели, знания начинают взаимодействие между собой, определять значит, цели управления и как-то способствовать. То есть, когда вы научитесь значит, все элементы знаний, которые существуют в реальности, значит, складывать как бы в структуру управления, как делает Бог, он управляет еще и потому, что он просто все элементы умеет гармонично расположить в сфере восприятия знаний о всем мире. Тогда получается, они начинают самостоятельно взаимодействовать на принципах полной свободы воли. Вот еще почему человек должен быть абсолютно свободен, потому что тогда знание перетекает как бы ровно, да, от человека к другим людям или от Бога к человеку. И вот в данной задаче управления, когда вы через технологию, которую я сейчас показал в виде именно управления знаниями с разных позиций и с точки зрения этого понятия,
вы начинаете концентрировать в структуру, например, одной сферы управления, то здесь, естественно, за счет того, что в этой сфере идет бесконечное количество отражений, а цель у вас одна, вы, естественно, достигаете управления, как только вы рассматриваете, например, область там, отсутствия знаний, да, или незнания, как область все-таки полезную и информативную. То есть как только вы эти качества начинаете увеличивать, да, в системе управления, то получается, что у вас, естественно, управление достигается. Потому что вы даже область незнания применяете как систему, например, там, доступа. Да? Потому что там, где нет информации, доступ бывает проще, точнее и так далее. И, то есть вы просто назначаете доступ. То есть вы назначаете управление целью, а следовательно, вы, естественно, достигаете. То есть вы знаете, что вы достигнете управления. И отсюда вот существует восприятие души, значит, которое точно знает, что есть вечное развитие, что всегда все осуществимо. На этом я семинар сегодня заканчиваю. Спасибо большое за внимание.